Привет, девчонки! Сегодня буду переделывать себе ногти. Относила я очень хорошо это покрытие, ходила месяц с большим удовольствием, любовалась, поднимала себе настроение. Итак, приступаю к спиливанию. Напомню, что это у меня не гель-лак, это цветной гель. Я его делала сама. Кому интересно, оставлю ссылочку, посмотрите. Так что спиливаю до тонкой подложки. Отслоек практически нету, совсем чуть-чуть возле кутикулы. Убираю все очень тщательно. Под ногтем тоже сразу спиливаю, потому что в процессе носки появилась ступенечка. Истончаю, все выпиливаю, чтобы все было аккуратно, красиво, чистенько. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. Не изменяю своей любимой фрезе пламя, вычищаю птеригий, приподнимаю кутикулу, зашлифовываю боковые валики. Сначала работаю справа налево, потом переключаю и прохожусь слева направо. Срез кутикулы сделала этой же самой фрезой, сделала без камеры, зашлифовала кожу, хорошенько вытираю пыль. Ну и достаточно чистенький маникюр получился, меня все устраивает. Приступаю к коррекции, наношу праймер тоненьким слоем, дальше идет база. Укреплять буду гелем, гель Манаси с Алиэкспресс. Тоненько промазываю первый слой, прохожусь возле боковых валиков, возле кутикулы. Беру небольшую капельку и распределяю по ногтю. Обязательно помогаю себе тоненькой кисточкой. Гель хорошо самовыравнивается. Обязательно переворачиваю пальчик, стараюсь сделать правильную архитектуру, ловлю блик и сушу минуту. Вот левая рука готова у меня, сейчас сделаю правую и к вам вернусь.
Ну вот, обе ручки готовы. Снимаю липкий слой очень хорошо и приступаю к дизайну. Перед дизайном мне надо зашлифовать гель. Этот бафик у меня после съемки уйдет в мусорное ведро. Он свое отжил. Им пользовалась только я. Дизайн у меня будет с помощью аэропуфинга. Я очень люблю френч, но себе рисовать это одно мучение. На левой руке, если как-то еще возможно это сделать, то левой на правой. Это, конечно, полный трэш. Нашла у себя вот такие трафареты. Несколько раз рука у меня порывалась их выкинуть, но как что-то меня останавливало. И тут взгляд у меня упал на них, и я решила сделать декоративный френч. Пользоваться я буду гель-краской, которая сохнет в лампе. Это гель-краска для стемпинга. Выбрала вот такой рисуночек. То, что они разные, это совершенно не играет никакой роли. Наклеила на ноготь и аэропуфингом наношу гель-краску. Плюс этой техники в том, что слой получается очень тоненький, нет никакой ступеньки, краска пигментированная. Ну вот смотрите, как все быстро и просто получается. Самое главное — это вытереть краску, которая попала на кожу, потому что в лампе она засохнет и придется только либо спиливать, либо ждать, когда сама сойдет. Самый приятный момент — снимать трафареты и смотреть, что получилось. Получилось, в принципе, даже симпатично. Где мне не хватает линий, я этой же самой краской с помощью тонкой кисточки добавляю линий. Несколько ноготков я оставлю пустыми, там я буду отпечатывать стемпинг. И дотсом и этой же самой краской решила поставить такие точечки. Муж мне сказал, что мимо меня пролетали, видно, птички. Душевный человек. Девочки, кто еще может похвастаться личным хейтером в семье? Ну, это, конечно же, все сказано в шутку, так что никаких обид у нас нет. Так, перекрываю готовые ногти сначала базой, потом топом. Топ Эль Пазо заказывала на Валберис. Он без липкого слоя. Хороший топ. Так, на остальные пальчики я делаю стемпинг. Стемпинг делаю такой прекрасный. Пластины, так, ажурные рисунки. Очень красиво. Ну вот, ноготки готовы. Мне очень нравится. После ярких ноготков белые ногти смотрятся прям нежнее нежного.
девчонки, всем спасибо за внимание. Всем красивых ноготков. Всем пока.